Глава 2. Побег. Ранний утренний свет освещал порт завораживающими красками. Небо отражалось от морской глади так четко, что у самого горизонта их границы растворялись, становясь одним целым. Красивое и неподвластное времени место, казалось, существовало в собственном мире, далеком от хаоса и шума. Со стороны моря редкие крики чаек нарушали окружающий покой, а гонимые легким бризом волны вспенивались и с шипением накатывали на корпус призрака. В воздухе витало чувство предвкушения, как будто порт затаил дыхание, готовясь к грядущему напряженному дню. Бесчисленное количество раз Винсент стоял на пирсе и наблюдал, как швартовались и отчаливали корабли. Сейчас все иначе. Его жизнь изменилась в одночасье. Он чувствовал тяжесть руки Британи в своей ладони, ощущал, как нарастало ее волнение. Корабль, на котором им предстояло отправиться в дальнее и опасное плавание, был прекрасен. Теперь Винсент мог лучше рассмотреть Мэйфлауэр. Его темный корпус с высоченными мачтами походил на великана, запутавшегося в паутине, сплетенной из такелажа, канатов и веревочных лестниц. Трап прогнулся под сапогами новоприбывших. На корабле кипела жизнь. Матросы сновали туда-сюда, проверяли паруса и заполняли трюмы провизией. Марго стояла возле корабельного колокола и кокетничала с худым Рэем, который, по-видимому, не оценил ее невероятной красоты. Боцман был всецело увлечен работой. Удивительно, но женские чары, которыми она владела в совершенстве, совсем не действовали на него. Пока девушка что-то рассказывала, худой Рэй беззаботно ковырял в носу, изредка выплевывая крепкие слова в адрес нерасторопных матросов. При этом он, не стесняясь, демонстрировал Марго свою единственную и неповторимую пару крысиных зубов. Заметя Британи, она налетела на подругу, обняла ее за шею и поцеловала в щеку. «Вот как! Баба на корабле к беде! А тут аж целых две! За такое и доплатить не грех!» Усмехнулся Рэй, вытирая палец о потертый жилет. На бушприте и корме вывешивали флагштоки, когда Винсент обернулся на знакомый голос. «Под английским флагом идем! Берегись, пираты!» — крикнул Даррелл, ступая на борт. «Привет, Винсент. Готов делать деньги? Экономика Флориды только зарождается, и неплохо бы успеть к принятию родов». Винсент улыбнулся. Он был рад увидеть Даррелла. С другом детства и его отрядом на борту «Призрака» ему будет куда спокойней. Неделю назад они повстречались на одной из улиц Брока. Тогда-то Даррелл и рассказал Винсенту, что Англия выходит из Северной войны. Высшее командование направило лейтенанта, подающего неплохие надежды, в Америку, где Даррелл станет начальником одного из фортов. Так как свободного боевого корабля не нашлось, в Новый Свет он и его люди поплывут на торговом судне капитана Вольта. Именно Даррелл предложил Винсенту забрать Британи, похитить у несговорчивых предков деньги и бежать вместе с ним. В случае, если разговор с родителями получился бы неудачным, они планировали доплыть до порта Айн, а оттуда по суше добраться до форта, к которому прикомандировали молодого и амбициозного офицера. Пока он будет командовать вверенным ему гарнизоном, Винсент сможет открыть свое дело и наладить торговлю табаком. Если понадобится, солдаты устранят конкурентов. Так что Винсент станет монополистом. Позже Даррелл планировал начать карьеру политика. Для этого ему потребуется начальный капитал, а Винсент выступит в роли инвестора.
Отряд, шедший позади лейтенанта, выглядел довольно разношерстным. На одних солдатах красовались красные мундиры с позолоченными пуговицами и знаками отличия. На других была поношенная гражданская одежда. Последние скорее походили на заключенных, сбежавших с каторжных работ, нежели на профессиональных военных. «Этих людей тебе выделило командование?» — поинтересовался Винсент. «В Британии не осталось нормальных солдат?» Даррелл усмехнулся. Учитывая то, чем мы собираемся заниматься, нам понадобятся свои люди. Он подмигнул Винсенту. Тех, что в красном, мне передал генерал. Других я отобрал сам. Среди них есть парочка ветеранов, остальные новички или добровольцы, желающие проявить себя и заработать денег. То, что нам нужно. Винсент кивнул в знак понимания, но напрягся. Дело в дисциплине и порядке. Вот увидишь, как только они поймут свои роли и обязанности, все встанет на свои места. Тем временем Вольт вышел из каюты и подошел к штурвалу. «Всем построиться!» Худощавые матросы в обносках выглядели ничуть не лучше новоиспеченных вояк Даррелла, а Рэй и овальнолицый громила напоминали настоящих пиратов. Капитан окинул строгим взглядом свою команду. «Боцман, дайте сигнал к отплытию!» Худой Рэй отсалютовал и, набрав полную грудь воздуха, раздув впалые щеки, дунул в свисток. Резкий звук вспугнул пару крачек, влюблявшихся на рее. Люди засуетились. Похожие на муравьев, матросы бегали по палубе, выполняя приказы. «Убрать трап! Поднять паруса!» Вольт отдавал указания, шепелявый Рэй ему вторил. Несколько человек принялись рубить швартовы. Бриз, гулявший над портом, наполнил теплым воздухом белоснежную ткань. Послышался плеск воды и хлопанье парусины. Вольт крутанул рулевое колесо, и корабль словно вздрогнул. Палуба заскрипела, принимая на борт накатившую волну. Призрак нехотя отошел от пирса. Винсент с изумлением наблюдал за всем происходящим вокруг него. Британи положила свою голову ему на плечо. Ее шикарные волосы развивались на легком ветру и щекотали лицо. «Ну вот и все, милая. Мы плывем в наше будущее. Отныне никто не сможет разлучить нас!» Она сжала его ладонь и наградила нежным поцелуем. «Ой, хватит ворковать, голубки!» Марго подбежала к ним и схватила Британи за руку. «Пойдем к капитану. Пусть он поручит кому-нибудь проводить нас и показать наши каюты. Плавание обещает быть долгим. Еще успеете насладиться компанией друг друга. Признайся, ты просто мне завидуешь», — усмехнулась Британи. «Что за нелепость? Я никогда не влюблюсь!» Марго щелкнула подругу по носу, засмеялась и побежала на мостик. Британи пустилась ее догонять. Винсент оглянулся, чтобы окинуть порт Брок прощальным взглядом. Одетые в черные костюмы и треуголки, на причал вышли несколько служителей закона. Они о чем-то расспрашивали моряков и докеров. Один из них показал в сторону отплывшего корабля. Законники засуетились. Послышались свистки, но призрак уже набирал ход и был достаточно далеко от берега. Винсент с издевкой помахал им рукой, хотя в глубине души боялся погони. Судно вышло в спокойные воды залива и встало на курс. Улыбка тронула его губы, когда в поле зрения остались лишь мерцающие береговые огни. Он больше не был безучастным наблюдателем. Он был главным участником авантюры и хотел извлечь из этого максимальную выгоду. Солнце находилось в зените, его лучи не спадали теплым золотистым светом, играли зайчиками, отражаясь от водной ряби.
Глядя на мерцание сине-голубой поверхности, создавалось впечатление, будто океан посыпали миллионами кристаллов. Соленый морской воздух наполнял легкие, а шум волн, бьющихся о корпус Мейфлауэра, убаюкивал. Со всех сторон расстилались бескрайние просторы Атлантики. Британи была в восторге. Она заглядывала в пучину, бегала от одного борта призрака к другому, как маленький ребенок. Временами Винсенту приходилось сдерживать ее, чтобы она не вывалилась за борт. Правда, он сам испытывал примерно те же эмоции. Команда работала, не покладая рук, регулировала паруса, натирала палубу, бдительно следила за горизонтом. Матросы переговаривались между собой. Одни травили байки о жутких существах, живущих в глубинах океана. Другие рассказывали о собственном опыте общения с морскими обитателями. В глаза Винсенту бросилась массивная тень. Она скользила под водой, следуя за судном. Иногда догоняла, временами отставала и исчезала из поля зрения. Дорогой, смотри, что это там? Руки Британи сцепились вместе от волнения. Она тоже заметила движение вдоль борта. Горбатый кит вынырнул на поверхность. Его мощное тело взмыло из воды и с громким всплеском рухнуло обратно. Девушка чуть не задохнулась от восторга. Даже команда остановила свою работу, чтобы полюбоваться этим удивительным созданием. Кит некоторое время плыл вместе с кораблем. На палубе собрались все: Винсент, Британи с Марго, Даррелл и его люди. Под смешки бывалых матросов, не обращая внимания на ворчливое бормотание боцмана Рэя, экипаж и пассажиры с замиранием сердца ждали очередного водного представления. Это так красиво! Ликовала Британи. Не могу поверить, что я не сплю. То ли еще будет, пока мы доберемся до Америки. Винсент улыбнулся ей. Нас окружает совершенно новый мир, в котором возможно все. Представляешь, если мы могли бы прокатиться на его спине? Думаю, было бы здорово. Воскликнула она. За несколько последних дней Винсент совершенно позабыл о страхе. Врожденная трусость и чувство самосохранения раздражали его с детства. Он завидовал Дарреллу, который самостоятельно решил отправиться на войну. Эх, как ему хотелось быть похожим на своего друга. До встречи с Британи Винсент много раз пытался избавиться от малодушия, но все никак не получалось. Теперь все было по-другому. Он нашел в себе силы воспротивиться воле родителей, набравшись храбрости, совершил двойное преступление, нарушил закон и сбежал от правосудия, пустился в столь опасное путешествие, и все ради любимой. Винсент ощущал себя героем. Впервые его охватило чувство гордости. Долгие годы он был прикован к дому, заперт в кругу ограничений. Нынче плыл по открытому океану навстречу судьбе. Желание строить свою жизнь самостоятельно, обещание безопасности, данное другом, жажда легкой наживы и светлого будущего манили его. Перспективы отчетливо вырисовывались перед глазами, наполняя сердце нескрываемой надеждой. Гигант вынырнул рядом с бортом, возле которого в обнимку стояла влюбленная пара, и изверг высоченный фонтан воды. Холодные соленые капли попали Винсенту на лицо. Кит медленно развернулся и поплыл прочь от призрака. Британи помчалась по палубе, на прощание махая исполину своим белым шелковым платком. Божественное создание. — робко сказала Марго, подойдя и встав рядом с Винсентом. Знаешь, я много чего повидала на своем коротком веку, но это было нечто особенное.
Глядя на него, я почувствовала огонек, который, как мне казалось, давно погас внутри меня. Спасибо тебе за то, что делаешь Британи по-настоящему счастливой. Помнится, недавно ты назвала меня идиотом. Винсент посмотрел на нее и улыбнулся. Знай, если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь, я буду рядом. Она похлопала его по плечу, коснулась щеки губами и пошла к люку, ведущему на нижнюю палубу. Каждый вечер с наступлением сумерек капитан Вольт собирал в своей каюте гостей-призрака. Двери его святая святых открывались, и компания садилась ужинать. Обычно к ним присоединялись худощавый Рэй, судовой врач Фиджеральд и овальнолицый здоровяк Боб, служивший на судне коком. Капитанская каюта была небольшим, тускло освещенным помещением. В центре стоял потрепанный, израненный временем стол, окруженный 6 различными стульями и табуретами. Мерцающий свет единственной свечи отбрасывал тени на лица собравшихся. После принятия пищи компания доставала карты и раскладывала тень. Вольт вечно проигрывал, изрядно матерился, обвиняя всех в подтасовках и нечестной игре. Господа, к черту вашу тень! Разложим кита, я настаиваю. Винсент вспомнил, как при первой их встрече Боб, овальное лицо, поговаривал, будто Вольт — лучший игрок в любимую игру моряков, которого ему доводилось знать. Играем по-крупному! Капитан кинул на стол пару гиней, тех самых, что Винсент заплатил ему за путешествие. Или у вас кишка тонка? Не унимался подвыпивший Вольт. «Кишка тонка? Ну уж нет!» — выкрикнул Даррелл. «Ставлю на кон свой боевой нож. Вещь ценная, наградная и очень дорога мне». Он вынул клинок из ножен и передал его Вольту. «Сами посмотрите». Отлично! Есть еще желающие? Или остальные струсили? Капитан допил содержимое своей чаши. Ненавижу мужчин, считающих девушек за слабый пол. Я в игре. Отозвалась Марго. На что играете, несравненная вы наша? Полюбопытствовал Вольт. Извольте. Я подарю победителю флорентийский поцелуй. За столом воцарилась тишина. Затем раздался длинный свист шепелявого Рэя. Юху! Вот это я понимаю! Что, и меня поцелуешь, красотуля? И тебя, крысолют, тоже. Но сперва выиграй. Она подмигнула боцману. И выиграю. Закладываю свой зуб. Он для меня дороже золота. Что ж, я готова в это поверить. Хихикнула Марго. Дудки! Один зуб против 2 гиней. Он у тебя что, бриллиантовый? Монеты 2, а значит и зуба должно быть 2. Пошутил капитан. Компания расхохоталась. Ради поцелуя этой красотки я готов. Гулять так по полной. Если моя подруга играет, то и на нас с Винсентом раздавайте. «Ставка?» Даррелл встрял в разговор. «Драгоценности моей матушки», — ответил Винсент, положив рядом с прочими вещами пару золотых сережек с рубинами. «Одна за меня, вторая за мою благоверную. Думаю, этого будет вполне достаточно». Да чтоб вас! Погодите, я только сбегаю на камбуз. Кок выскочил из каюты и вскоре примчался с бочонком. Это отличнейший бренди. Я держал его на всякий случай. Жаль проигрывать, но называть меня трусом не позволю. Доктор Фиджеральд долго думал, но в итоге согласился и он. К бочонку с бренди добавилась серебряная фляга, полная чистейшего спирта.
Чтобы исключить жульничество, Вольт попросил Марго сесть рядом с собой. Капитан, старый проныра, наверняка знал, что выиграет, а потому решил не отпускать девушку слишком далеко. По правую ее руку посадили Фиджеральда. Доктор стыдливо поглядывал на очаровательную северянку, а когда взгляды их пересекались, краснел и походил на вареного рака. Винсент сел напротив судового врача. Британи разбавила компанию Рэя и Овальнолицего. Даррелл держался особняком. До этого момента они играли на всякую ерунду, но сейчас ставки взлетели. Капитан тщательно перемешал колоду. Марго раздала. Игра в кита началась. Они по очереди скидывали карты в центр стола. Если кому-то удавалось сложить набор из 3 одинаковых символов, он забирал сброс себе. Партия заканчивалась, когда в колоде не оставалось карт. На каждой карточке были изображения персонажей, существ и предметов. Винсенту все время попадались утопленники. В каюте слышался грубый мужской смех, прерываемый мелодичным девичьим хихиканьем. Капитан Вольт умело притворялся профаном, водя Даррелла за нос. Марго демонстрировала чудеса тактической игры. Рэю постоянно не везло. На стол сыпались акулы, мурены, скаты и кальмары. Когда мелочевка закончилась, начали заходить с крупных. Корсаров, русалок, тритонов и артефактов. К полуночи в игре остались 3. Остальные, затаив дыхание, ожидали развязки. Винсент с вожделением наблюдал за тем, как его возлюбленная сосредоточилась на игре. Она не говорила ни слова, сидела тихо, задумчиво, хмуря брови. Капитан не сводил с Даррелла глаз, стараясь угадать, какие карты скрываются в руках молодого офицера. По грустному лицу Вольта становилось понятно, что отпетого картежника терзают смутные сомнения. Видимо, страх потерять гинеи, в пьяном угаре оторванный от сердца, не давал ему как следует сосредоточиться на игре. Винсент обратил внимание на Даррелла. Друг слишком пристально и долго смотрел на его невесту, которая сидела напротив, с головой погрузившись в игровой процесс и совершенно этого не замечала. Беспокойство росло. Репутация Даррелла в отношениях с женщинами не была для него секретом. Не хотелось, чтобы его суженая стала очередной зарубкой на спинке кровати этого ловеласа. В какой-то момент он почувствовал, как в нем снова проснулся страх, который разжег невероятное чувство ревности. Всю следующую игру Даррелл оставался на высоте. Комбинации складывались каким-то странным образом. Каждая его карта перебивала карточки Британи и Вольта. И снова этот взгляд. О нет! Это не было обычным взглядом игрока. Это был хищный, ястребиный прищур, высматривающий добычу, пожирающий невесту Винсента с потрохами. Британи, да вы отлично играете! Выпалил капитан Вольт в надежде раззадорить Даррелла, ожидая, что тот допустит ошибку. Полно вам. Перестаньте мне льстить. Хихикнула она. Отчего же? Капитан Вольт прав. Ты всегда была грозой азартных игроков. Все картежники и шулеры Ингрии разбегались, когда Британи садилась с ними за один стол. Подхватила Марго, осушая очередной бокал. Винсент вопросительно поднял бровь. Слова подруги на миг заставили позабыть его о ревности и насторожили. Что делала высокородная дама в столь опасных местах среди отбросов общества? Я смеюсь в лицо опасности. Улыбнувшись, ответила Британи. Винсент собирался вмешаться в разговор и спросить у девушек, что это за история про азартные игры и почему он слышит о подобном впервые, но ее мимолетный ласковый взгляд, скользнувший по лицу Даррелла, нарушил планы.
Винсент заметил, как их глаза встретились. Он знал, если Даррелл напьется, добром дело точно не кончится. Пытаясь отвлечь друга от любимой, Винсент откашлялся. «Итак, Даррелл, может, расскажешь нам о Северной войне? Мне было любопытно читать твои письма, однако ты не сообщал, почему Англия решила кинуть союзников». «Британцы — отличные стратеги». Даррелл усмехнулся. «Мы не вступали в конфликт напрямую, плели заговоры за спинами наших врагов. Но как только запахло жареным и русские разбили шведов, король решил, что с нас довольно. А ввязываться в кровавую бойню мы не собирались с самого начала. Колонизация новых земель куда выгоднее войны в Европе. Политика — хитрая штука, мой наивный друг. Уверен, леди неинтересно слушать всю эту чушь. Пусть лучше Британи расскажет нам о своих впечатлениях». Он одарил ее белоснежной улыбкой. «Вы первый раз выбираетесь из 4 стен вдвоем. Винсент рассказывал, что ты часто мечтала о подобном путешествии». О, это плавание превзошло мои ожидания. Я вся в предвкушении. Винсент, наблюдавший за Дарреллом и Британи, заметил, как ее глаза заблестели, а по выразительному лицу растеклась краска смущения. Не дав ему произнести и слова, Даррелл продолжил. «Британи, боюсь, мне придется расстроить тебя. По окончании нашей волшебной прогулки Винсент с головой окунется в дела. Понимаешь, о чем я говорю?» Он не сводил с нее своего хищного взгляда. Незнакомая страна, конкуренция, изучение рынков и поиск клиентов. Твой суженый будет проводить на работе дни и ночи. Не удивлюсь, если Винсент вложит в свое предприятие все имеющиеся у вас деньги. Британи недоумевающе посмотрела на Винсента. В Англии империю стерлингов основал и построил его дед. Дома на Винсента работала куча людей, нанятая отцом. Поэтому он и чувствовал себя так вольготно, как рыба в воде. Я ведь прав, Винсент? Так что тебе на время придется позабыть не то что о новых путешествиях, но и о богатых модных туалетах, дорогих румянах, духах. Он злорадно ухмыльнулся. Нет никаких гарантий, что без поддержки лорда Стерлинга-старшего Винсент не прогорит и не лишится средств. В противном случае, чтобы выжить, вам обоим придется наняться в услужение какому-нибудь ирландскому толстосуму. После слов Даррелла блеск в глазах Британи угас. Сидящие за столом позабыли про игру и молча слушали рассуждения молодого офицера. «Ты сгущаешь краски, Даррелл. Возможно, на начальном этапе будет трудно, но это временно. Рано или поздно я начну хорошо зарабатывать. Вот увидишь, любимая, у нас все получится», — неуверенно ответил Винсент. «Думаю, нам пора заканчивать». Он старался скрыть беспокойство в своем голосе. «Я чувствую себя немного уставшим. Британи, пойдем спать». Глаза Даррелла сверкнули озорством. «Да ладно, Винсент. Ты же не собираешься уйти и испортить нам веселье? Мы ведь еще не закончили игру. А, впрочем, можешь идти. Я присмотрю за девушками». И он кинул красноречивый взгляд на декольте Британи. Винсент чувствовал, как закипает его кровь. Он не мог поверить в то, чему только что стал свидетелем. Даррелл, друг детства, пытался избавиться от него, чтобы в его отсутствие соблазнить ту, ради которой он, Винсент,
пошел на преступление. Нужно было срочно придумать, как разрядить обстановку, не устраивая сцен. Я думаю, мы достаточно сегодня повеселились. Предлагаю закончить игру и всем согласиться на ничью. Даррелл усмехнулся. «Винсент, ты, верно, не заметил, что мне везет. Я уже выиграл поцелуй Марго, бочонок бренди, флягу спирта, зубы боцмана». Тут он сделал паузу и посмотрел на стол. «Одну из сережек твоей матери. Теперь я собираюсь стать богаче на пару гиней, остаться при своем ноже и выиграть вторую серьгу». Даррелл подпер подбородок рукой, делая вид, будто погрузился в глубокое раздумье. Кто знает, возможно, я расщедрюсь и подарю их Британи. Он подмигнул его невесте. Британи улыбнулась в ответ. Ее глаза засветились, излучая радость. Винсент почувствовал, как все напряглись, слушая их словесную перепалку. Неожиданно ему на помощь пришла Марго. Знаешь что, Даррелл? Голос ее был полон нескрываемой злобы. Раньше жизнь подруги устраивала я. Теперь, когда она нашла любимого состоятельного человека и вполне счастлива, ты пытаешься лишить ее надежды на светлое будущее? По какому праву ты обсуждаешь Винсента? Расскажи лучше о себе. Младший офицер, не отличившийся на войне. Непризнанный герой, отправленный генералом в ссылку на край света. Ты позвал своего друга с собой, решил плыть в новый свет и там жировать на его деньги? Лучше бы тебе прямо сейчас заткнуться и не искушать судьбу. Ее взгляд пылал. Ты верно позабыл, что у тебя за душой ничего нет? Как, собственно, нет и самой души. В твоем арсенале имеется лишь высокомерие, самолюбие, да голая задница. Слова Марго прозвенели в воздухе корабельным колоколом. Даррелл всегда был слишком велик для своих штанов. Хохотнула Британи. Винсент, помнишь, еще в Броке, когда ты настаивал на отплытии в Порт-Айн, я сказал, что у тебя есть яйца? Забасил Боб. Сдается мне, что и у Марго они имеются. А вот лейтенант может похвастаться только длинным языком, который стоило бы укоротить. Он усмехнулся. Такое оскорбление Даррелл вынести не мог. Его лицо исказилось от гнева, а пальцы сжались в кулаки. Поддержу предложение Винсента. Всем согласиться на ничью. Пожмем руки и разойдемся по каютам. Уверен, мои зубы, поставленные на кон, со мной полностью согласны. Попытался разрядить обстановку Рэй. «Я не согласен. Мне глубоко наплевать на мнение Винсента и уж тем более на твое, боцман», — возразил Даррелл. «Задета честь офицера!» Тише, господа! Напомню, что вы все еще находитесь на моем судне. Остыньте, лейтенант! «Не смейте мне указывать, Вольт. Я выигрываю и намерен довести игру до конца. Что же до вашего корабля? Стоит мне лишь захотеть, и эта корыта станет собственностью британской короны. Не навсегда, конечно же, а лишь на период нашего плавания. Не забывайте, капитан, мы в нейтральных водах. К тому же идет война». Я же говорил, что женщины на корабле — это не к добру. Зашепелявил Рэй, переводя взгляд с лейтенанта на Британи и Марго. Овальнолицый резко встал, смахнув лежащие на столе карты на пол, схватил боевой нож Даррелла. Угрожаешь моему капитану? Я не посмотрю, что на тебя мундир его величества. Скрою тебя от горла до пупка. Разделаю, как морского окуня, и нафарширую золотыми пуговицами. Попробуй.
и я посмотрю, что из этого выйдет!» Осклабился Даррелл, вставая из-за стола, хватаясь за рукоять своей шпаги. Вольт положил на стол пистолет. Игра окончена! Пора расходиться! Ладно. Я просто немного повеселился. Перебрал лишнего, господа, как и все мы. Лейтенант поднял руки в успокаивающем жесте. Британи смотрела на Винсента широко раскрытыми глазами. На ее лице читался страх. Даррелл ухмыльнулся и направился к выходу. У двери он задержался. «Винсент, друг мой, напомни мне, с каких это пор правда стала для тебя ложью? Я ведь ничего не выдумал, сказал как есть. Может, ты ревнуешь?» «Ты не спускал с Британи глаз весь вечер. Мне знаком этот взгляд, Даррелл. Хоть я и амбициозен, но привык жить посредством. На кой черт мне сдалась твоя безродная аристократка?» «Не смей говорить о ней в таком тоне!» — прорычал Винсент, вскакивая из-за стола. «Не пытайся отнять ее у меня!» «Отнять? Этого еще не хватало. Чтобы я выкидывал свои кровно заработанные на бабские тряпки и побрякушки? Нет уж. Деньги я привык тратить с умом и исключительно на себя. Хоть мой темперамент и привлекает женщин из разных слоев общества, да я и сам к ним неравнодушен. Но претендовать на аристократок не мой удел. Дайте мне кого попроще, без королевских замашек. Или ты боишься, что я разболтаю правду о том, откуда у тебя деньги?» Немедленно покиньте мою каюту, Даррелл! Я не желаю выслушивать всякую грязь! Уверен, остальные со мной согласны!» «Что, капитан Вольт, боитесь замораться о краденые гинеи, которыми Винсент заплатил вам за путешествие?» «Я убью тебя!» «Убьешь меня? Ты хоть раз держал в руках оружие?» Странные метаморфозы творятся на борту призрака. Правду выдают за ложь. Цыпленок за пару дней вырос до петуха. Капитан прячется за спину Кока, сказал Даррелл, выходя из каюты. Боевой нож воткнулся в дверной косяк. «Проваливай!» Бас Овальнолицего прервал сцену. Даррелл выдернул клинок, сунул его в ножны и вышел прочь. В каюте воцарилась тишина. Ее нарушал лишь тихий скрип деревянного корпуса корабля, плывущего сквозь ночь. Пару дней Винсент не выходил на палубу. Он все время проводил за чтением книг, которые Боб, овальное лицо, охотно приносил ему из скромной библиотеки капитана. Исключением оставались прогулки до каюты Британи. Сказать по правде, Винсента раздражало, что он и его невеста не могут плыть вместе. Увы, с этим он ничего не мог поделать. Капитан и так выделил для них самые лучшие места, приказав картографу, боцману Рэю и доктору Фиджеральду переехать на время плавания в кубрик для матросов.